Недавно у нас было знаменательное событие. 5 лет с тех пор, как мы взяли собаку. Акира, вот эту собаку. Еще одно знаменательное событие — это то, что наконец-то пришло лето. Телефон говорит, сейчас плюс 27 градусов тени. И в честь этого мы решили порадовать собаку, приготовить блюдо, которое хорошо помогает в жару. Потому что собака, она вон какая пушистая, да? Блюдо — это окрошка. Но поскольку окрошка собачья, некоторые ингредиенты заменим на то, что можно собакам. Потому что, например, собакам нельзя картофель вообще ни в каком виде. Картофеля у нас не будет. Начинаем с болгарского перца. Вообще в классической окрошке нет болгарского перца, есть редиска. Редиску собакам вообще-то можно, но, во-первых, у нас ее нет, во-вторых, я не знаю, любит ли ее Акира. А за перец он душу продаст, да? Режем не слишком мелко, чтобы у него не было стремления потом все это проглотить, не жуя и подавиться. Поэтому такие средние кусочки, которые ему точно придется жевать. Вот как он его любит. Да, в принципе, все то, что здесь есть, Акира прекрасно ест и по отдельности, если оно, конечно, надлежащего качества. Потому что вялые огурцы и вялую А что морковку, такие это крупные куски-то? чтобы он жевал лучше. Потому что если мелкий, он может начать заглатывать. Угу. А так, они большие, он точно будет их жевать. На тот же хватит, и к тому же он распробует. Сейчас я режу довольно большой объем, потому что я надеюсь, что это будет не на один день, а хотя бы до тех пор, пока не схватит такая жара. Хотя, конечно, некоторым собакам с отдельными ингредиентами, которые будут в составе этой окрошки, лучше быть поосторожнее. Потому что не все так хорошо переносят овощи. У некоторых могут потом быть проблемы с желудком, если перекормить. Но поскольку все, что здесь есть, Акира и так У более-менее меня не будет, регулярно у меня ест. не будет никаких, да. Да, конечно, какие проблемы? Никаких проблем. Я буду счастлив. Следующее, что мы берем, это вареная курица. Так, это шкурка. Шкурку мы снимаем. Вареную курицу, по-моему, можно вообще без исключения абсолютно всем. Людям, собакам, кошкам, в любом состоянии, в любом возрасте. Ну, кроме, может, совсем маленьких. Она у нас здесь будет за место колбасы, потому что колбасу делают непонятно из чего. Непонятно как. Курицу, правда, сейчас выращивают тоже непонятно как, но всяко понадежнее будет. Тоже, опять же, режем не слишком мелко, чтобы он это все обязательно жевал. Хотя обычно, что в окрошку, что в салаты, я режу мельче. Но собаки ложками не пользуются. Поэтому я думаю, что ему даже удобнее будет выбирать более крупные куски из миски. Так, курицу мы порезали. Дальше у нас классический ингредиент окрошки – это яйцо. Яйцо собакам вообще давать считается полезно. Правда, в сыром виде. Вроде как это способствует более здоровой блестящей шерсти. Но от вареного, по крайней мере, точно вреда не будет. Поэтому, дабы не нарушить классический рецепт, ну и порадовать собаку лишний раз, режем яйцо. И огурец. Опять классический ингредиент окрошки. Можно собакам. Единственное, что сколько сейчас жарко, огурцы мы покупали в местном маленьком магазинчике. Они, конечно, не очень хорошо выглядят и не очень хорошо режутся. Но поскольку потом мы еще будем это все заливать. Классическая окрошка заливается квасом, но собачий, естественно, квас не пойдет. Потому что он газированный, потому что продукт брожения. Но я думаю, что эта заливка, если что, поможет справиться с неприятными вкусовыми ощущениями от этого огурца. Кстати, да, нужно проверить, будет оно вот так есть или нет. Нет.
Что ты ел? Ах, ну да, был же раньше перец, он же вкуснее. После перца огурец не хватит. Я думаю, что еще конкретно этот огурец просто не прошел контроль качества. Потому что акиру можно в этом качестве использовать, если морковка или перец вкусные, акира их будет есть. Если нет, значит не будет. Понюхает и все, не станет. Так, ну я думаю, оставшуюся половинку огурца можно вырезать, что вот много уже получается. Сама съем. Акира, это все тот же самый огурец. Ты все еще его не будешь. Так, морковка. Морковка домашняя, немножко подвявшая, но Сладкая. сладкая. Да? Да, да, да. Морковку ты одобряешь? Или после перца нет? Ну, на. Морковка у нас идет вместо картошки, потому что картошку собакам нет, после перца морковку уже нет. Вообще-то он ее хорошо взял. Вообще, да, я ему отрезала вот эту морковку, он ее ел, но, видимо, после перца уже как-то не идет. Так вот, поскольку картошку собакам нельзя ни в каком виде, было решено заменить ее морковкой, хотя в классическом рецепте окрошки морковка отсутствует. Режется она не очень хорошо. Вот уже почти полная, что это, емкость, контейнер, почти полный контейнер нарезали. Я думаю, что дней на 5 теперь этого хватит, потому что, естественно, не каждый день акира так царски питается, обычно все-таки сухой корм. И это ему будет как подкормка в середине дня, когда жарко. Можно будет достать из холодильника и несколько ложечек ему положить. Так, надеюсь, я сейчас смогу это все перемешать так, чтобы не рассыпать на весь стол. Да, Кира в ожидании, что я еще вкусно буду резать. Потому что, в принципе, я думаю, он такой в виде салатика бы это все тоже очень замечательно съел. Но, правда, огурцы, может быть, выбрал бы, конечно. Нет, огурцы он тоже ест. Но я имею в виду конкретно вот в данный момент огурцы, потому что они не очень хорошие. Так, ну, последний этап. С нарезкой мы заканчиваем. Теперь можно взять большую ложку и все это аккуратно как-нибудь, наверное, даже лучше руками перемешать. Миску. Так, сейчас. Упс. Ну да. Ну ладно. Аперитив. А Кира попробует заранее. Что упало? Было, наверное, чуть поменьше резать. Но уже что есть. Уже как получилось. Так, ну вот у нас курица показалась наверху. Вот так вот это все выглядит. Курица, мне кажется, конечно, с его точки зрения можно было бы и побольше, но теперь выкладываем. Не свезло. Все это в мисочку. Мисочку, конечно, на стол ставить нехорошо. Но... Так. Пытаемся так, чтобы всего было равномерно. Как-нибудь из глубины еще зачерпнуть. Ну, как-то так. В классическом рецепте окрошка заливается квасом, но поскольку квас нельзя, возьмем собачий пивной напиток. Безалкогольный. Производитель утверждает, что очень полезный. Дрожжи, солод, куча всяких витаминов. Кира уже прям подпрыгивает. Так. И последний ингредиент. Классическая окрошка идет с сметаной. Сметана жирная, собакам опять же нельзя. Поэтому берем домашний йогурт. Без сахара, без жира. Максимально диетический. Если домашнего нет, можно было бы, в принципе, взять просто другой йогурт без всего. Вон, какой у нас густой йогурт. Но с йогуртом стоит быть аккуратнее, потому что не все собаки хорошо переносят молочный сахар. Лактозу. Кто регулярно не ест молочные продукты, лактозу не переносит. У Акиры, к счастью, с этим все просто прекрасно. Он бы хоть эту баночку за раз съел. Но кто же ему всю баночку даст?
Так, Акира, по-моему, пошел уже к своему месту. Тебя точно не кормит. Сейчас будет дегустация. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Сначала Акира выпивает пиво. Пивас. Вот, пошли овощи. Я думаю, правильно было идея резать не очень мелко. Потому что если бы мелко, он бы сейчас это все заглатывал и не замечал. Вообще, я думаю, что у нас получилось довольно полезное блюдо. Потому что тут у нас и все из себя витаминизированное собачье пиво, и домашний йогурт, который тоже довольно хорошо для пищеварения, если собака привычна к лактозе. Морковка своя домашняя. Ну, огурцы, да, огурцы, конечно, подвели. Ну, с другой стороны клетчатка. О! Кажется, Акира добрался до перца. Интересно, все съест или что-то будет выбирать все-таки и не есть? Что, Фэр? Вроде вот всего 3 ложки, а залили пивом, добавили йогурт, и получилась уже полная мисочка. Ну-ка, как там твои успехи? О, уже почти все съел. Огурцы, ну, вроде тоже уменьшаются огурцы у нас. Да? Ты доволен? Да, ты очень доволен. Ну что ж, собачья кружка приготовлена, пробована. По-моему, Акире все очень нравится, судя по тому, как он вылизывает мисочку. И мои расчеты оправдались. Он действительно хорошо жует то, что там есть. Не заглатывает целиком. Такое вот разнообразное, полезное блюдо. Очень актуальное сейчас в жару для такой пушистой собаки. Да, Акира? Да. Акир, может, посмотришь еще в заключение последний раз на меня? Нет, Акире не до того. Акира хрустит перцем. Ну что, Акира, приятного тебе аппетита.